Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами я, бабушка Сонбо. Я придумала для вас новую сказку. Так что присаживайтесь, а я начинаю. Сказка называется «Фея заброшенного пруда». Когда-то в далеком королевстве, окруженном густыми лесами и сияющими озерами, правил молодой король, и звали его Ричард. Народ любил его за доброту, за справедливость, за мужество в бою. Но однажды, во время прогулки по лесу, он заблудился. Этот лес был дремучим, с древними деревьями, что склонялись друг к другу, будто шепча забытые тайны. Тропа, по которой он шел, вдруг исчезла под густыми кустарниками. Король понял, что заблудился, и остался совсем один. Лес становился все темнее, туман стелился над землей, и вскоре он вышел к старому пруду. Вода в нем была черной, как ночь, и казалась бездонной. На поверхности не было ни ряби, ни отражений, словно оно не подчинялось законам природы. Король спешился, встал на краю берега и наклонился к воде, пытаясь разглядеть глубину. Но в этот момент земля под ногами осела, и он полетел вниз. Ледяная вода сомкнулась над ним. Он пытался выплыть, но пруд тянул его вниз, словно чьи-то невидимые руки схватили за ноги. Король почувствовал, как воздух уходит из легких, и вдруг он увидел яркий свет, скользящий сквозь толщу воды. Это была она, фея, появившаяся из ниоткуда, с переливающимися, как утренний рассвет, крыльями. Она раздвинула воду руками, и он внезапно очутился на берегу, словно его вынесла мягкая волна. Король хрипло вдохнул воздух, а рядом опустилась она, необыкновенная, прекрасная, с глазами цвета ясного неба. «Ты спасла меня!» – пробормотал Ричард, с трудом поднимаясь. «Этот пруд был проклят, но теперь он чист», – мягко ответила фея. И действительно, пруд, который прежде был черным, стал прозрачным, и в нем отражалось небо, а ночью отражалась луна и звезды. Так началась их история. Фея стала частью его жизни, а он частью ее. Они встречались у проклятого пруда и вместе сделали его живым. Он зарос красивыми лилиями. Они стали не только возлюбленными, но и союзниками. Его королевство процветало, ведь рядом с ним всегда была фея, чья магия поддерживала равновесие природы, наполняя поля плодородием, а реки чистой водой. Их любовь была чистой, словно свет луны, и сильной, как летняя гроза. Говорили, что когда Ричард смотрел в глаза феи, его сердце замирало, а время останавливалось. И у этой гармонии был тайный враг. Во дворце была иная волшебница, коварная и хитрая. Она давно мечтала завладеть сердцем короля и его королевством. Она увидела в фее преграду задолго до их встречи с королем, заколдовала заброшенный водоем и создала барьер вокруг него, а фею сделала хранительницей заброшенного пруда.
Теперь, когда барьер был разрушен, и Ричард с феей встретились, она видела в ней непреодолимую преграду и знала, пока фея рядом, ее планы обречены на провал. Теперь сердце короля принадлежало фее. Злодейка видела, как он смотрит на свою возлюбленную, как смеется вместе с ней, как присутствие феи приносит ему радость, и с каждым днем в ее душе росла ненависть. Тогда она придумала план. Она приняла облик феи. И вот однажды Ричард, вернувшись с очередного похода, увидел свою возлюбленную в объятиях другого. Он замер, не веря своим глазам, и в его сердце что-то оборвалось. Он не знал, что это была подмена. Он направлялся к фее, и слова, которые он хотел сказать, застыли на его губах. Любовь, которой он так дорожил, разбилась вдребезги. На следующий день начался великий пир. Король праздновал победу над врагами, но его лицо оставалось холодным, лишенным эмоций. Фея ничего не понимала, почему ее возлюбленный так мрачен и холоден с ней. Попытки заговорить с ним заканчивались ничем. Фея, не сказав ни слова, встала и покинула пир. И тогда к королю подсела она, ее соперница. «Почему ты так мрачен, мой король?» — сказала она. «Тебя предали?» «Не лезь не в свое дело», — грубо ответил король. Злая соперница лишь улыбнулась и поднесла ему чашу с вином. «Выпейте вина, ваше величество, и ваша тоска вмиг исчезнет». Пока Ричард пил вино, в котором было подмешано зелье забвения, она шептала ему на ухо заклинание. «Она тебя предала, а я всегда буду с тобой и никогда не предам». Король выпил вино до дна, и в тот же миг тьма заполнила его разум. Зелье стерло все воспоминания о любви к фее, поселило в его сердце ненависть и жажду власти, заставило поверить в то, что фея лжет и хочет его уничтожить. Король поднялся с трона и заорал: «Все вон!» Озлобленный король изгнал всех со дворца, и даже тех, кто был ему дорог, даже свою няню-кормилицу, которая заменила ему погибших родителей. Она была ему как мать. Во дворце осталась только одна женщина, та, что отняла у него память о настоящей любви, и слуги короля. На следующий день фея пришла во дворец, чтобы узнать, почему он всех выгнал, и даже свою вторую мать. Но король не стал с ней говорить. Он вызвал стражу и приказал заточить ее в темницу. Перед его глазами появилась та сцена, где фея обнимает другого мужчину. Фея не сопротивлялась и не применила своей магии, чтобы спастись и исчезнуть. Она продолжала верить в то, что он одумается и изменит свое решение. Соперница под покровом ночи с помощью черной магии выкрала фею из темницы. Она использовала древнее заклинание и заточила ее в хрустальное яйцо. «Ты слишком опасна и слишком сильна», — прошептала она. «Я не могу тебя убить,
но я могу навсегда спрятать тебя». Злодейка унесла яйцо и спрятала в глубокую пещеру за водопадом, куда никто не мог попасть, и только чистая душа однажды смогла бы найти его. Прошло несколько лет. Король стал сильнейшим правителем, но его сердце было пустым. Он чувствовал, что чего-то не хватает, но не мог понять, чего именно. И вот однажды в замок пришла старенькая старушка и попросилась к королю. Стража не хотела ее пускать, но старушка сказала: «Передайте его величеству, что дракон на самом деле существует». Стража вернулась и впустила ее. Это была его няня. «Что ты хочешь?» – спросил король у старой женщины. «Мне ничего не нужно, кроме одного, чтобы ты был счастлив». «Что ты мелешь, старуха? Я очень счастлив. Я завоевал много земель. Я велик и могущественен. Что еще нужно для счастья?» – раздраженно произнес Ричард. «Ты несчастлив», – тихо сказала няня. «Чего же еще мне не хватает? Может, ты знаешь об этом?» – повторил король. «Тебе не хватает того, что у тебя отняли». «Старая женщина, ты говоришь загадками». «Нет, просто твоя душа больше не помнит, что такое любовь». Она подошла к королю и взяла его за руку. Король не одернул ее. В его сердце что-то дрогнуло. И тогда няня сказала: «Если ты хочешь знать правду, иди к дракону». «К дракону? Это ведь твоя сказка, которую ты мне в детстве рассказывала. Ты всегда говорила мне, если хочешь узнать о своем будущем и о тайнах, сокрытых от глаз, то нужно найти волшебного дракона, и он тебе все расскажет. Я давно уже вырос из этого возраста, чтобы верить в такие легенды», — сказал король и вырвал свою руку. «Он существует, и если ты найдешь его, он тебе поможет. Он тот, кто помнит древнюю магию, тот, кто знает, как исчезла фея», — сказала няня, повернулась и ушла из дворца. Фея. Это слово застряло в его памяти, но не отзывалось в сердце. Он вспомнил, что когда-то посадил одну из них в темницу. Он даже забыл о ней и не вспоминал больше. Но после разговора с няней король перестал спать ночами. Как только он закрывал глаза, перед ним возникал образ девушки. Она была в дымке и звала его по имени. Ричард никак не мог разглядеть ее лица. Это видение не давало ему покоя, и после долгих размышлений король решил найти дракона. Он нашел ответ в одном из старинных манускриптов, хранившихся в королевской библиотеке. Слова старой няни не выходили из головы. Он тот, кто помнит древнюю магию. Он тот, кто знает, как исчезла фея. На этот раз слово «фея» заставило его сердце сжаться. «Что это со мной?» — думал король. Наконец он твердо решил поехать на поиски волшебного дракона. Продолжение следует. Мои дорогие друзья, в следующем ролике вы услышите продолжение этой удивительной истории. Я буду ждать вас.
А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк и приходите еще, ведь я всегда рада вам.